Нашим городом восхищаются многочисленные туристы, которые едут к нам в Гродно со всех уголков мира. Ведь наш город уникальный по своей архитектуре. Нет, наверное, в Беларуси такого другого, где сохранились старинные архитектурные постройки, узкие улочки, уютные дворики. И все это сохранили, отреставрировали и сберегли. Но весь ужас заключается в том, что всего этого не должно было быть. Абсолютно все должно было быть снесено. И на месте исторического центра были запроектированы широкие проспекты, бульвары и многоэтажки. Не верите? А я вам сейчас все расскажу. И сразу хочу предупредить, что рассказываю я это не для того, чтобы вызвать волну негодования или возмущения, ни в коей мере, чтобы показать, как красив город сегодня, как старинные здания украшают наш исторический центр, как бережно сегодня относятся к реставрации у нас. Но и для того, конечно же, чтобы помнить историю и не повторять ошибок прошлого, ведь разрушить до основания – это самый простой путь, а сберечь, приумножить – это сложнее, чем кажется, и касается не только градостроительства, но обо всем по порядку. Когда в 1944 году наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, Советская площадь и прилегающие к ней улицы лежали в руинах. Вот посмотрите на старые фото, как это было тогда. И город необходимо было восстанавливать. И приказом Наркомхоза БССР 1 сентября 1944 года был создан филиал Белгоспроекта, основной задачей которого было скорейшее восстановление разрушенного Гродно. Согласно Генерального плана 1949 года, вместо узких улиц в городе должны были быть широкие проспекты. Улицу Карла Маркса решено было расширить с 12 метров до 28, а улицу Советскую с 14,7 до 30 метров, за счет чего предполагалось расширить эти улицы. За счет полного сноса исторической застройки, разумеется, улиц Карла Маркса и улиц Советской. Предполагалось снести все строения по четной стороне. Выстроенные на улице Советской Дом профсоюзов и универмаг дают нам представление о том, как должна была выглядеть эта красная линия нового проспекта. Дальше еще интереснее. На месте дома купца Муравьева и магазина «Ратушный», а это бывший дворец Сангушек, предполагалось построить Дом Советов. Планы архитекторов 40-х-50-х годов были реализованы лишь отчасти. Улица Советская и улица Карла Маркса не стали проспектами и практически сохранили свою замечательную архитектуру. И к началу 60-х годов генеральный план утратил свою актуальность, и власти стали вносить в него коррективы. Особенностью нового генерального плана 1963 года было практически полное уничтожение исторического центра города. Взяв за основу из предыдущего плана 1949 года идею пробивки через исторический центр новых магистралей, архитекторы 60-х пошли дальше. Улица Карла Маркса должна была стать бульваром с разделенными полосами движения и сносом всей застройки, как самой улицы, так и прилегающих комплекса костела и монастыря Святой Бригитты. Улица Замковая после сноса всех домов на ней и прилегающих кварталов также превращалась в бульвар, который должен был начинаться за построенным уже к тому времени дворцом текстильщиков. В данном случае, помимо застройки на улице Замковой, под снос попадал целый ряд архитектурных памятников, таких как Большая хоральная синагога, дворец Хребтовичей, пожарная каланча. Все это очень мешало архитекторам того времени осчастливить народ бульварами и проспектами. В июле 1960 года было принято решение с целью получения дополнительной жилой площади производить выравнивание стен мансард и понижать высокие потолки для устройства дополнительного этажа. Яркий пример – это вот этот безликий фасад четырехэтажного дома на улице Замковой, номер 15, который первоначально имел мансарду и в результате реконструкции стал четырехэтажным и лишился балконов и декора. В конце 60-х это решение было признано ошибочным, и подобную реконструкцию жилья прекратили. В ноябре 1969 года решение о мансардных этажах было отменено, но дома уже успели реконструировать.
Я думаю, многие ходили по городу и замечали такие дома с надстроенным этажом. Вот этот дом на Павловского. Этаж надстроен. Мало того, что он, третий этаж, очень маленький, с низкими потолками, это еще привело к тому, что посмотрите, как дом выглядит с обратной стороны. Очевидно же, что фундамент и стены не всегда могут выдержать дополнительный этаж, и дом попросту разрушается. Генеральный план 1973 года уже существенно поубавил разрушительные аппетиты, и решено было делать из города туристический центр. Кафедра теологии и истории архитектуры Белорусского политехнического института определила, что наиболее интересны с точки зрения исторического колорита это улицы Замковая, Карла Маркса и Советская. И их было решено оставить такими, какими они сложились исторически, не загромождая высотным строительством и основательно благоустроить. Но, к сожалению, многое уже удалось снести или изменить до неузнаваемости. Так снесена была фара Витовта, колокольня Бригитского монастыря и много других зданий, которые, может быть, и были ветхими, но вместо того, чтобы отреставрировать, их не снесли. А ведь они придавали именно тот колорит городу Гродно с его узкими улочками, небольшими тихими двориками. Историческая инвентаризация, выполненная Институтом белореставрации, обозначила на территории центра более 50 утраченных навсегда памятников истории и архитектуры, среди которых 7 церквей, 2 костела, дворцы Сапеги, Тизенгауза, Радзивиллов. На месте некоторых из них уже возведены новые объекты. Например, на месте женского Бернардинского монастыря стоит здание драмтеатра. Но ведь ряд памятников, некогда исключительных для Гродно по своему значению, мог бы быть восстановлен сегодня, например, здание ратуши или фара Витовта, ведь к ней остались даже подвалы, их просто засыпали. Или вот еще пример. План города 1973 года переместил ЖД-вокзал и поставил его так, что пассажиры, выходя на перрон из здания вокзала, всегда попадают в хвост поезда. Или есть еще, например, очень интересная история про строительство драмтеатра. Для него долго не могли выбрать место под строительство. И первоначально хотели построить его, ни за что не угадаете, вот здесь, за памятником Элизы Ожешко. А для этого надо было всего лишь снести дом масонов и часть домов на улице Телеграфной. Вот этих. Прошло и года, как решение о строительстве было изменено, и уже 5 апреля 1967 года утверждается новый участок под строительство. Вот здесь, на месте бывших зданий погранотряда, там, где Кривая Официна и все здания за ней. Естественно, все предполагалось снести и засыпать русло речки так же, как это впоследствии сделали все-таки на площади Ленина. Вы знаете, так и хотелось снять об этом отдельное видео и назвать «Как театр по городу путешествовал». Но, к счастью, этот проект не осуществился, и театр построили на улице Мостовой, там, где когда-то стоял женский Бернардинский монастырь. К тому времени это уже довольно давно был пустырь. И ведь монастырь снесли в 1958, а к постройке театра приступили в 1977. Из неосуществленных проектов хочется также рассказать про строительство бани на улице Малая Троицкая. Вот здесь. Все дома здесь предполагалось также снести, согласно решению от 19 мая 1972 года. Но, к счастью, тоже не случилось. И сегодня мы можем гулять по этому маленькому квартальчику с самобытными домиками, где, между прочим, когда-то располагался район гетто номер 2. А это тоже наша история. Очевидно, судьбе было угодно распорядиться так, чтобы эти замыслы архитекторов не осуществились, и их высотные творения не появились в исторической части нашего замечательного города, и город остался самобытным, единственным и неповторимым городом в Республике Беларусь.
К слову, стоит упомянуть о том факте, что были талантливые архитекторы, которые сопротивлялись сносу исторических застроек как могли. И если уж не получалось сохранить, то сохраняли хотя бы память об этих зданиях. И так многим известен тот факт, что один из талантливейших архитекторов нашего города, Владимир Лытов, на глухом фасаде кинотеатра «Звезда» нарисовал рисунок снесенного здания XIX века, магазина «Табак». Вот так человек, если не мог сохранить здание, то сохранял хотя бы память о нем. Сегодня очень много внимания уделяется историческому центру. Дома реставрируют, появляются таблички «Историко-культурная ценность». Но посмотрите, красота же! И стараются сохранить, что, конечно, не может не радовать. Все эти факты и материалы взяты мною из книги Виктора Юрьевича Саяпина «Архитектура Гродно. Неосуществленные проекты советского периода». Если кого-то заинтересует, то книгу можно взять почитать в юношеском филиале библиотеки, который расположен в доме-музея Лизы Ожешко. Если когда-нибудь, гуляя по городу, вы увидите здание, которое значительно удалено от дороги относительно линии рядом стоящих домов, то, возможно, оно стоит на месте снесенной постройки. Обращайте внимание на такие вещи. И еще раз хочу уточнить, что все это я рассказала не для того, чтобы сказать, вот какие они были нехорошие. Нет, просто это наша история и довольно интересные и малоизвестные факты. Да, было, но ведь главное вовремя признать ошибку и исправить, что и было сделано. А мы в итоге имеем город-жемчужину Беларуси и живем в этой красоте, любим свой город и стараемся его улучшить по мере своих сил. Если видео понравилось, и я сумела рассказать вам историю города и его предполагаемого развития интересно, поставьте лайк прямо сейчас. Тогда алгоритмы YouTube будут продвигать это видео, и его увидят как можно большее количество людей. Пишите комментарии, что вы об этом думаете, как считаете, стоило бы восстановить утраченные памятники архитектуры хотя бы в будущем. Ну а я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где все эти факты, которые я показываю и о которых рассказываю в видео, я выкладываю гораздо раньше. И если хотите, можете присоединиться. Ссылка в описании под видео. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!